Привет, это Александр и канал «Читаем для вас». Как выявить обман по мимике и жестам? Разберемся в этом вопросе с помощью Лилиан Гласс, доктора психологии Университета Миннесоты, эксперта по поведенческому анализу, судебного консультанта, которая читала лекции по языку тела и лжи сотрудникам силовых структур и ФБР. Прежде чем определять, лжет ли нам собеседник, нужно его откалибровать, определив норму, то есть то, как человек себя ведет, когда говорит правду. Оценка лжи проводится по отклонению от нормы честного повествования. В своей книге «Все лгут. Как выявить обман по мимике и жестам» доктор Гласс обращает внимание читателей на то, что некоторые люди, например, во время разговора, все время смотрят по сторонам. И это для них нормально. Если они ведут себя так, это, скорее всего, не означает, что они лгут. О каких же признаках рассказывает Лилиан Гласс в своей книге? Итак, язык тела лжеца. Испарина на лице, покраснение кожи и появление румянца могут быть индикаторами лжи. Ложь – процесс, который вызывает в организме обманщика серьезное напряжение. Стараясь охладиться, организм раскрывает поры на теле и лице, через которые выделяется пот, хотя в этот момент лжец вовсе не ехал на велосипеде. Выдать обман тело лжеца может в моменты обсуждения острых вопросов. Обманывая, человек может внезапно вскидывать плечи. Если собеседник пожимает плечами во время важного обсуждения, то это может быть индикатором нечестных высказываний. Если же мы выскажем сомнения относительно правдивости некоторых фраз лжеца, у него часто можно заметить неожиданные и странные движения головы. Она может быть откинута назад, наклонена вниз или немного наклонена и смещена в бок. Также мы можем выдвинуть предположение о лжи, если собеседник начал прикрывать рот рукой, что наблюдается, когда человек не хочет говорить о чем-то или отвечать на вопрос. Громкое и резкое сглатывание также может быть одним из признаков, которые можно рассмотреть во внешних проявлениях лжеца. Увеличенный приток крови и расширение капилляров часто вызывают ощущение кожного зуда. И если мы имеем дело с лжецом, то он может резко начать почесывать голову, лицо, шею или кисти рук. Стоит обратить внимание и на ноги собеседника. Если человек изменил их положение и теперь сидит или стоит так, что пальцы его ног развернуты друг к другу, возможно, он лжет. Помимо языка тела, автор книги «Все лгут. Как выявить обман по мимике и жестам» обращает внимание на информацию, которую можно считать с лица обманщика. Лжец не хочет видеть выражение лица собеседника в том случае, если он догадается о лжи, поэтому обманщики часто разрывают зрительный контакт и отводят взгляд. Это один из самых очевидных признаков обмана. А один из наиболее часто встречающихся признаков лжи – быстрое моргание. Такую реакцию можно увидеть, если лжец боится, что обман раскроется. Ложь требует от обманщика больших усилий, ведь ему нужно быть всегда начеку, чтобы ничего не перепутать, а это очень утомительно. А когда человек устает, то часто трет глаза, как это делают дети. Во время лжи капилляры и более крупные кровеносные сосуды в носу и его слизистой расширяются, поэтому ложь иногда сопровождается чиханием. Согласно примете, чихание подтверждает правдивость сказанных слов. На самом же деле, все совсем наоборот. Чихание выдает ложь, если, конечно, это не простуда или аллергия. Для интенсивной работы организму лжеца часто не хватает воздуха. Поэтому обманщику приходится вдыхать более глубоко и часто. Отсюда и еще один признак. Когда человек лжет, нередко можно заметить, как крылья его носа раздуваются при вдохе. Фальшивая улыбка тоже может быть одним из признаков обмана, поэтому можно проверить ее на искренность по следующим параметрам. Глаза щурятся, вокруг глаз появляются морщинки. Верхняя часть щек приподнята. Зубы оголены, губы расходятся и растягиваются вверх. Если хотя бы один из этих признаков отсутствует, значит улыбка человека фальшивая, натянутая или вынужденная. Чаще всего после лжи, а иногда во время или даже до обмана, лжец может выдать себя, скривив губы или кусая себя. Внезапное молчание и прикусывание нижней губы – признак лжи или умалчивания о чем-то важном. А что, если мы не видим нашего собеседника? Можно ли распознать обман по голосу? Можно, отвечает Лилиан Гласс и раскрывает следующий индикатор лжи. Если взрослая женщина внезапно начинает говорить как 12-летняя девочка, высоким детским голосом, то, вероятно, она обманывает. Ведь высота голоса – один из слышимых индикаторов лжи. Если что-то сказано громко, значит это правда. Иногда заключает подсознание лжеца, и он пытается скрыть ложь, говоря громче обычного. Происходит это потому, что лжецы подсознательно хотят заставить собеседника поверить себе. Во время лжи вегетативная система работает активнее обычного. Поэтому у лжеца может изменяться дыхание, а его речь может перестать быть плавной. Это проявляется как затихание голоса в конце фразы.
Те же причины, которые вызывают затихание, часто вызывают и хрипоту. Если в голосе появились скрипучие нотки, стоит насторожиться. Напряжение мышц гортани обманщика приводит к появлению скрипучего или хриплого тона. Отсюда и следующий индикатор лжи, который можно услышать – периодическое откашливание. Чувство раздражения в горле лжеца заставляет говорящего автоматически откашливаться, чтобы снять напряжение в мышцах. Лжецы хитры. Они хотят расположить к себе собеседника. Из всех обманщиков, обладателей сладкого голоса, доктор Гласс называет самыми опасными. Поэтому она рекомендует обращать пристальное внимание на любые двусмысленности, неточности и странности в поведении заискивающего, сладкоголосого собеседника. Одним из слышимых признаков лжи автор книги «Все лгут. Как выявить обман по мимике и жестам» называет фальшивый смех. Это периодический и непродолжительный смех, который можно отличить от настоящего по улыбке. Если человек смеется искренне, то когда он перестает смеяться, вы обычно замечаете улыбку на его лице. У лжеца такой улыбки не будет. Доктор Гласс рассказывает не только о том, как говорит лжец, но и о том, что говорит лжец. Речь лжецов часто многословна, в ней много ненужной информации. Так обманщики говорят, потому что надеются, что их многословность и мнимая открытость заставят собеседника им поверить. Верный сигнал обмана – постоянное обвинение других. Поиском виноватых лжецы часто искажают правду, вместо того, чтобы честно рассказать о том, что случилось. Перебор с количеством комплиментов и лесть часто сопровождают лжецов-манипуляторов. Обратили внимание на обилие комплиментов со стороны визави? Скорее всего, ему что-то нужно от вас. Повтор рассказа вызывает у обманщиков значительные трудности. Ведь им невероятно сложно оставить историю одинаковой. Лжецы меняют свои рассказы, украшают их или упускают существенные детали. Расхождение слов и выражения лица – один из возможных индикаторов обмана. Если содержание не сходится с жестикуляцией, мимикой, интонациями, будьте уверены, этот человек лжет. Например, это могут быть кивки при отрицательных ответах и покачивание головой при утверждениях. Собеседник часто упоминает слова «я не знаю» или «я не помню». Вероятно, что на самом деле он скрывает правду. Лжец может хотеть обезопасить себя, проявляя нерешительность и утверждая, что ничего не знает. Если мы дадим понять лжецу, что подозреваем его в обмане, нередко он начинает говорить обрывками фраз, которые кажутся бессмысленными. Обманщик может допускать большое количество оговорок, потому что его мозг работает с повышенной скоростью, чтобы отследить неточности и исправить их. Поэтому мысли лжеца начинают путаться, и часто он говорит невразумительно. В книге «Все лгут. Как выявить обман по мимике и жестам» читатель сможет найти еще больше индикаторов лжи. Прочитайте ее целиком и обезопасьте себя от обмана. Поддержите канал «Читаем для вас». Подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайк, делитесь этим видео с теми, кто вам дорог. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, ссылки на которые вы найдете в первом комментарии к видео. Буду рад вашей обратной связи в комментариях и до новых обзоров!